Ребят, всем привет! С вами Сергей с ВД Маркет. Сегодня у нас распаковочка очередная очень такой интересной и очень полезной штуки. Не так давно мы делали распаковку керосинового обогревателя, а сегодня у нас газовый. Газовый и по размеру, как вы видите, гораздо меньше, чем керосиновый, в чем его и привилегия. Кто-то говорит, что от керосина слишком много гари идет, поэтому его использовать нежелательно в палатках. Лучше пользоваться газовым. Вот так выглядит коробочка. Давайте первым делом мы сейчас обмеряем ее размеры. Размеры у нас 30 на 24. И здесь сбоку на 25. Вес ее 2,5 килограмма. Размеры и вес необходимы для того, чтобы вы рассчитывали стоимость доставки до вашего региона. Убираем коробку. Все уже достал изнутри, потому что пользуюсь стабилизатором. Одной рукой мне, конечно же, неудобно будет распаковывать. Что мы здесь видим? Здесь мы видим инструкцию по эксплуатации. Она у нас на английском языке, к сожалению. Но я думаю, в принципе, здесь ничего сложного. Я разобрался за несколько буквально минут. Теперь мы видим печку. Работает она по принципу инфракрасного нагревателя. Приблизительно такого же класса у меня печка находится на шиномонтажке. Использую я ее в гараже, в закрытом помещении. Ну и в принципе, как бы еще никто не угорел, все живы, все здоровы, слава тебе Богу. Что дальше? Здесь у нас вот такая вот есть решетка, которая закрывает именно область нагрева. И можно ее... Вот это, наверное, мне все-таки одной рукой не получится сделать. Сейчас я... Ага. Здесь у нас есть вот такой вот шплин, тут здесь он стоит. На него нажимаете, и чтобы ее облокотить вот так вот. Чтобы она именно работала как камин. Почему? Потому что ее можно использовать еще как печку. Как печка она используется вот такое вот приспособление. Мы ставим вот сюда, грубо говоря. Вставляем и ставим чайник, ставим, я не знаю, сковородку с тушенкой, и на рыбалочке, в палаточке. Милое дело, на природе всегда все вкусней. Баллон обычный, 500-граммовый. Потребление данной печки 90 грамм в час. Получается, одного баллона должно хватать где-то на часов 5. Ну, сами понимаете, что у нас обычно их не дозаправляют. Вот я купил новый, и чувствуется, что в нем газ как-то болтается. Минус в чем? Минус в том, что газ у нас замерзает. Поэтому и когда вы идете на место рыбалки или где-то, где будете использовать данный нагревательный прибор или печку, то вам нужно для начала будет согреть где-то газ. Его можно засунуть под подмышку, под куртку, согреть, чтобы он не брызгал ручьем. Далее что? Открывается вот такой отсек. Здесь у нас есть переходнички. Можно подключать, вот, видимо, через шланг, как вы видите, какой-то более емкий баллон. Вставляется газовый баллон. Вот сюда у нас. Все. С этой стороны у нас есть такая вот, как вам сказать, прижимное устройство баллона. Хоп, защелкнули. Все, баллон прижался. Далее что? Здесь вот у нас, как мы видим, такой подсос кислорода. Это для розжига ее изначально. Мы поворачиваем, у нас регулятор уровня газа в максимальное положение. И здесь у нас, как мы видим, есть пьезоэлемент. Но чтобы она загорелась, нам нужно дернуть вот эту вот штуку сначала. Сейчас получится ли у меня одной рукой. Вот я буду держать одной рукой и щелкаем. Вот как мы видим, загорелось. Можно немножечко его подержать. Когда она разгорится, все это дело, мы можем отпустить. Ну и сейчас мы увидим, каким образом она у нас работает. Закрываем газовую, так сказать, камеру, где у нас лежит газовый баллон. И все. Вот так вот она разогревается. Тепловая мощность у нее 1,3 киловатта. Это немало. Это немало. В принципе, палатку согреть хватает. Мне кажется, пару-тройку баллонов на ночь вам хватит за глаза. Если вы остались ночевать в палатке или собрались проводить на рыбалке, например, всю ночь. А кто-то ездит, вот, например, просто на отдых, и чтобы не замерзнуть, берет с собой вот такой газовый камин.
Клевая на самом деле, ребят, штука. Клевая штука. Я ее как минимум положу себе в машину. И на всякий, как говорится, пожарный, если вдруг где-то, например, в лесу я встану, у меня что-то произойдет, не дай бог, с машиной, я всегда могу себя как-то, ну, минимально согреть. Поставлю ее в салон, приоткрою окошечко, чтобы поступал кислород, и буду ждать помощи, либо буду как-то что-то ремонтировать. Вот такой вот обзорчик. Цену можно увидеть у нас на сайте. Ссылочка будет внизу в описании. Переходите. Также есть другие товары для туризма, отдыха там и так далее. Есть у нас группа ВКонтакте, в которой очень много народу общается. 6000 с лишним человек, поэтому подписывайтесь в группу. Все, вот такой обзорчик. С вами был Сергей с ВД Маркет. Всем пока.